Добро пожаловать на канал. Какой детектив не обходится без погони? Хорошая математическая задача – это детективный сюжет, в хитросплетениях которого невозможно разобраться, не проявив умения и изобретательность. Только вот гнаться, как правило, ни за кем не приходится. Хотя у всякого правила есть исключения, примеры которых приведены в этом видео. Начнем с задачи, которую я подсмотрел у одного, судя по всему, довольно известного в России популяризатора математики. К сожалению, я забыл название действующих лиц, поэтому буду использовать собственные. Имеется идеально круглый бассейн, в центре которого находится не менее идеальный герой. Назовем его пловцом. На берегу бассейна находится ловец, желающий поймать нашего доблестного героя. Ловец плавать не умеет, так что поймать пловца может только на берегу. При этом пловец бегает быстрее ловца, так что стоит пловцу оказаться на берегу раньше ловца, и он спасен. Однако плавает пловец в 4 раза медленнее, чем ловец бегает. Другими словами, скорость ловца в 4 раза больше скорости пловца. Вопрос, конечно же, заключается в том, возможен ли у этого боевика счастливый конец. Сможет ли пловец спастись? К сожалению, у меня нет технической возможности использовать кириллицу для индексации, поэтому все, что относится к пловцу, я буду индексировать латинской буквой S от заморского слова swimmer, а для ловца использую букву C от другого заморского слова catcher. К сожалению, тенденция такова, что скоро все заморские слова станут русскими, а для исконно русских слов места не останется, но это отдельная тема. Чтобы упростить решение задачи, примем радиус бассейна R большое за единицу. Для дальнейшего упрощения решения задачи примем за единицу времени время, необходимое пловцу, чтобы добраться от центра бассейна до берега. При этом пловец, разумеется, плывет вдоль радиуса бассейна, так что расстояние равно радиусу бассейна или единице. Время проплытия, как мы договорились, также равно единице. Таким образом, скорость пловца равна единице. В таком случае скорость ловца равна 4. Первая мысль – предложить пловцу плыть сразу к берегу, в противоположную сторону. При этом, согласно договоренности, время пловца равно единице. Тем временем ловец пробегает расстояние, равное длине полуокружности радиуса R большое, со скоростью 4. Таким образом, время ловца – π умноженное на r большое, деленное на 4. И учитывая, что r большое равно единице, получаем просто π на 4, что меньше единицы. Выходит, что в этом случае время ловца меньше времени пловца. Другими словами, пловцу не удается опередить ловца, что уж никак не подобает герою боевика. Может ли пловец оправдать свое геройское звание? Предлагаю поставить видео на паузу и подумать об этом. Упомянутый популяризатор предлагает следующую довольно хитроумную тактику. Вместо того, чтобы плыть сразу к берегу, пловец вначале плывет по окружности, радиус которой обозначим через R малое. Радиус выбирается таким образом, чтобы угловая скорость пловца превышала угловую скорость ловца. В результате этого угловое расстояние между ловцом и пловцом относительно центра бассейна будет увеличиваться, пока не достигнет 180 градусов. Другими словами, пловец и ловец будут находиться противоположно друг другу относительно центра бассейна. Теперь расстояние от пловца до берега сократилось до единицы минус R малого. И если он поплывет к берегу, то вполне возможно окажется там раньше ловца. Автор изложенной стратегии, как истинный популяризатор, не стал проводить расчеты, по-видимому, боясь, что это отпугнет от математики широкую аудиторию. Однако надеюсь, что аудитория этого видео, пусть и не столь широкая, но не испугливая, особенно если идет речь о математической задаче. И, подобно Пастернаку, пытается во всем дойти до самой сути. Так дойдем же до этой самой. Заметим, что радиус спасательного круга R малое должен быть достаточно малым для превышения угловой скорости и в то же время достаточно большим, чтобы расстояние до берега обеспечивало опережение.
Вполне возможно, что такого значения r малого не существует. Попытайтесь в этом разобраться самостоятельно. Итак, определим значение r малого, при котором угловая скорость пловца больше угловой скорости ловца. Для определения угловой скорости следует разделить линейную скорость на радиус и, возможно, умножить на некоторый коэффициент. Однако в этой задаче все познается в сравнении, тогда как коэффициент для обоих персонажей одинаков. Таким образом, коэффициент можно отбросить без зазрения совести. Получаем: угловая скорость пловца равна линейной скорости пловца, деленной на радиус спасательного круга. Или единица, деленной на r малое. Угловая скорость ловца равна линейной скорости ловца, деленной на радиус бассейна, что равно 4. Таким образом, приходим к неравенству единица, деленная на r, больше 4, откуда r малое меньше 1/4. Теперь сравним время до возможной встречи пловца с ловцом. Для пловца расстояние равно единице минус r, а скорость равна единице. Таким образом, получаем единицу минус r малое. При этом поведение ловца совершенно не изменилось, и его время по-прежнему равно четверти π. Так как время пловца должно быть меньше времени ловца, получаем неравенство единица минус r меньше π, деленного на 4, откуда r больше, чем единица минус четверть π. Объединяя полученные неравенства для r малого, получаем двойное неравенство для радиуса спасательного круга. Заметим, что поскольку π больше 3, четверть π больше 3/4. Так что единица минус четверть π меньше 1/4. Таким образом, левая часть неравенства для r малого действительно меньше правой. Полученное неравенство совместно, и к чести многократно упомянутого популяризатора, указанная им тактика действительно является спасительной для пловца. Понятно, что поскольку радиус бассейна принят равным единице, r малое – это на самом деле отношение радиуса спасательного круга к радиусу бассейна. Таким образом, в общем случае следует заменить r малое отношением r малого к r большому, что дает обобщенное неравенство для r малого. Сделаем еще одно обобщение, заменив число 4 произвольным положительным числом k. В этом случае в неравенстве для r малого число 4 следует всюду заменить на k. Выясним, при каких значениях k пловец сможет спастись, используя предложенную тактику. Заметим, что если k меньше π, левая часть неравенства становится отрицательной. Объясняется это тем, что в этом случае можно сразу плыть к берегу, как указано в начале обсуждения задачи. Если k больше равно π, плыть сразу к берегу не получится. А спасательный круг поможет лишь тогда, когда левая часть неравенства для его радиуса меньше правой. Таким образом, приходим к неравенству единица минус π, деленное на k, меньше единицы на k, откуда π плюс единица, деленное на k, больше единицы, и, следовательно, k меньше π плюс единицы. Выходит, что k равно 4 – это единственное целое значение k, при котором тактика спасательного круга используется и действительно помогает спастись. Следующая задача встречается в различных американских математических соревнованиях, при этом в ней участвуют самые невероятные монстры, которые можно себе представить. Однако здесь она прозвучит в своем первозданном виде. В центре поля, имеющего форму квадрата, находится волк, а в вершине квадрата 4 собаки. Волк может бегать по всему полю, а собаки только по сторонам квадрата. Известно, что волк задирает собаку, а 2 собаки задирают волка. Максимальная скорость каждой собаки в 1,5 раза больше максимальной скорости волка. Доказать, что собаки имеют возможность не выпускать волка из квадрата. Третья всесоюзная олимпиада школьников по математике, город Киев, 1969 год, 8 класс. Самый младший из классов, представленных на олимпиаде. Однако в олимпиаде в качестве исключения принимали участие и семиклассники, решавшие задачи для 8 класса, один из которых по имени Сергей Охлуков оказался в числе победителей.
Подскажите, что с ним стало, кто знает. Перед тем, как дать возможность подумать над решением задачи, замечу, что это тот самый случай, где условия задачи содержат подсказку. Итак, думаем. Подсказка заключена в первоначальном расположении собак, ибо это единственное возможное расположение, гарантирующее поимку волка. Например, если первоначально собаки находятся в центрах сторон, то волк просто устремляется к одной из них. При этом путь волка в 2 раза меньше пути каждой из ближайших собак, в то время как максимальная скорость собаки только в 1,5 раза больше максимальной скорости волка. Поэтому ни одна из собак не успеет прийти на помощь. Вернем собак в правильное положение и попытаемся определить их тактику. Проведем диагонали квадрата. Понятно, что волк находится на пересечении диагоналей, а каждая собака расположена вдоль одной из диагоналей. Проведенные линии будут служить теми невидимыми нитями, связывающими волка с собаками. Куда бы ни двигался волк, эти линии будут его преследовать, образуя со сторонами ограничивающего квадрата углы в 45 градусов каждая. При этом, при приближении волка к одной из сторон квадрата, точки пересечения диагональных линий с этой стороной приближаются друг к другу. И как только волк достигнет стороны квадрата, точки пересечения сольются в одну, в ту, где находится волк. Из приведенных рассуждений становится понятным, что если собаки все время находятся на пересечении диагональных линий с контуром квадрата, всякий раз, когда волк попытается выйти из квадрата, рядом с ним окажется как минимум 2 собаки, чего достаточно, чтобы помешать волку выйти целым и невредимым. Почему как минимум 2? Потому что если у волка хватит дерзости устремиться к вершине квадрата, то к моменту его прибытия в место назначения там окажется целых 3 собаки. Остается самая малость – доказать, что собаки смогут придерживаться выбранной тактики. Попробуйте это сделать самостоятельно. Итак, в некоторый момент времени волк находится в точке А, откуда перемещается в точку С, находящуюся на расстоянии У. Проведем диагональные линии через точки А и С и оценим расстояние, пройденное точками их пересечения с контуром квадрата. Как видно из чертежа, может оказаться, что точка пересечения прошла через вершину квадрата. В таком случае отрезок от вершины квадрата можно заменить равным ему отрезком на продолжении исходной стороны. Это значит, что без ограничения общности можно считать, что начальное и конечное положение точки пересечения лежат на одной и той же стороне квадрата. Обозначим расстояние, пройденное точками пересечения через D1 и D2. Поскольку в точках пересечения должны находиться собаки, D1 и D2 – расстояние, на которое следует переместиться собакам для соблюдения выбранной ими тактики. Согласно условию, максимальная скорость каждой собаки в 1,5 раза больше максимальной скорости волка. И если мы покажем, что максимум D1 и D2 не более чем в 1,5 раза превышает перемещение волка U, тем самым задача будет решена. И у вас есть еще одна возможность закончить задачу без посторонней помощи. Поскольку квадрат является также ромбом, его диагонали взаимно перпендикулярны. Таким образом, четырехугольник ABCD, образуемый диагональными прямыми, является прямоугольником. Пусть S1 и S2 – длины сторон прямоугольника ABCD. Мы знаем, что каждая сторона прямоугольника короче его диагонали, длина которой в данном случае равна U. Однако, если волк двигается параллельно одной из диагоналей ограничивающего квадрата, соответствующие ей диагональные прямые сливаются в одну, в результате чего прямоугольник ABCD вырождается в отрезок длиной U. Чтобы охватить и этот случай, мы пишем S1 меньше или равно U, а также S2
меньше или равно u. Проведем из точки А прямые параллельные сторонам ограничивающего квадрата до пересечения с диагональными прямыми в точках Е и F, как указано на чертеже. При этом образуется два параллелограмма, а у параллелограмма, как известно, противоположные стороны равны. Таким образом, приходим к выводу, что длина АЕ равна D1, а длина АФ равна D2. Кроме того, проведенные прямые дают пары соответственных углов, равных 45 градусам. Следовательно, прямоугольные треугольники АЕД и АФБ являются также равнобедренными. Дальше, я думаю, все понятно. Действительно, в равнобедренном прямоугольном треугольнике длина гипотенузы равна произведению длины катета на корень из двух. Таким образом, D1 равно S1 умноженному на корень из двух. И поскольку S1 меньше или равно U, D1 меньше или равно U умноженному на корень из двух. Также D2 равно S2 умноженному на корень из двух. И поскольку S2 меньше или равно U, D2 также меньше или равно U умноженному на корень из двух. Из последних двух неравенств следует, что максимум D1, D2 меньше или равно U умноженному на корень из двух. И для завершения трагикомедии осталось лишь превратить корень из двух в 1,5. Для этого пишем 2 меньше 2 с четвертью, откуда корень из 2 меньше корня из 2 с четвертью, что точности равно 1,5. Итак, продолжаем предыдущее неравенство и получаем даже больше того, что требовалось. Оказывается, максимум D1 и D2 строго меньше 1,5U. Так что собакам даже не придется развивать максимальную скорость, чтобы удерживать волка внутри квадрата. Но где же обещанная погоня? Закончилась уже вторая задача, а вместо погони какая-то скучная выжидательная тактика. Однако у нас в запасе еще одна задача под названием «Целенаправленный бег». Но разве бывает бег без цели? Даже если мы бегаем, казалось бы, просто так, то делаем это для поднятия настроения, поддержания спортивной формы, оздоровления. Так или иначе, цель присутствует. Выходит, что всякий бег является целевым. Целевым, а здесь целенаправленный. Есть ли разница? Оказывается, есть. Задача, которую я собираюсь обсудить, нашла применение в артиллерии, где цель видна не в абстрактном, а в буквальном смысле этого слова. При этом следует двигаться не просто с целью, а по направлению к цели. Целенаправленно. А почему бег? Потому что в традиционной формулировке речь идет о погоне, где бег, как мы скоро убедимся, тоже может быть целенаправленным. Любопытно, что в русскоязычной литературе волк гонится за зайцем, а на других языках собака, иногда лисица, гонится за кроликом. Должен признаться, что выбор волка и зайца мне неприятен, поскольку сериал «Ну погоди» приучил нас к тому, что заяц всегда оказывается победителем. Тогда как в данном случае участь жертвы, прямо скажем, незавидная. Кроме того, хочется, чтобы это видео было веселым и не содержало грустных эпизодов. Поэтому будем считать, что собака гонится за кроликом и делает это из чисто спортивного интереса, не желая причинить кролику никакого вреда. Итак, задача. Кролик бежит по прямой с постоянной скоростью U. Собака замечает кролика, когда тот находится от нее на расстоянии L, и направлением от кролика к собаке образуется направлением бега кролика угол альфа. Заметив кролика, собака сразу пускается за ним в погоню. При этом она бежит с постоянной скоростью v больше u, таким образом, чтобы кролик постоянно находился точно по направлению ее движения. Доказать, что собака обязательно догонит кролика, и определить, сколько времени для этого потребуется. Эта задача рассматривается в статье, опубликованной в январском номере журнала «Квант» за 1979 год. Правда, объяснение там такое, что, говоря откровенно, я бы в нем никогда не разобрался, если бы не другая статья, опубликованная в Вестнике Новосибирского госуниверситета в 2010 году.
Любопытно, что английский вариант статьи опубликован в латиноамериканском журнале преподавания физики раньше русского. При всей понятности даже для таких непрофессионалов математики, не говоря уж о физике, как автор этого видео, указанная статья имеет свой недостаток. Ее изложение чуть-чуть выходит за рамки школьной программы. То, что вы здесь увидите, является творческим симбиозом двух статей, ссылки на которые вы также сможете найти в описании под видео. Прежде чем предоставить возможность подумать над задачей, поясню ее условия. Итак, у нас есть прямая, по которой бежит кролик с постоянной скоростью u. Таким образом, вектор скорости кролика постоянен и направлен в сторону его бега. В начальный момент времени, то есть при t равном нулю, кролик находится в некоторой точке O. В этот момент собака находится в точке А нулевое. Известно, что направленный отрезок ОА нулевое имеет длину L и образует с направлением бега угол альфа. Скорость собаки постоянна и равна v, причем она больше скорости кролика. При этом направление скорости собаки меняется, так как согласно условию целенаправленности, в любой момент времени скорость собаки направлена от нее к кролику, а каждый из них находится в движении. Это значит, что вектор скорости собаки является переменной величиной, зависящей от времени t. Предлагаемое здесь решение рассмотреть ситуацию с точки зрения кролика, как говорят физики, в системе счета, связанной с кроликом. Теперь обещанная пауза для обдумывания решения. Введем еще один вектор скорости. Вектор W равный векторной разности v минус u. Вектор W является скоростью собаки относительно кролика. Теперь поставим себя на место кролика. Кстати, еще одна причина, почему я так заботился о его безопасности. Относительно себя кролик, конечно же, не движется, так что вполне логично принять положение кролика точку О за начало координат. В качестве оси x мы понимаем, что также вполне логично, линию, по которой бежит кролик. Что касается оси y, то скажу вам по секрету, она нам не понадобится. И, разумеется, с точки зрения кролика, вектор скорости собаки равен w и зависит от времени. Теперь рассмотрим положение наших персонажей в произвольный момент времени t, также в системе счета, связанной с кроликом. При этом кролик считает себя центром Вселенной и по-прежнему гордо стоит в точке О, зато собака зря времени не теряла и переместилась из точки А нулевое в точку А. Пусть R – новое расстояние между собакой и кроликом, которое на самом деле является функцией от t. Угол между направлением от кролика к собаке и осью x также изменился. Обозначим его новое значение буквой φ, и это также функция от времени. Вспомним, что с точки зрения кролика скорость собаки равна w. Вектор w можно представить как сумму двух векторов. Вектора v направлено от собаки к кролику и вектора минус u, направленного в сторону, противоположную бегу кролика. При этом вектор v приближает собаку к кролику, тогда как вектор минус u в данном положении препятствует такому сближению. Чтобы оценить действие вектора минус u, разложим его на две составляющие. Так называемую радиальную составляющую, направленную вдоль ОА, и тангенциальную составляющую, перпендикулярную радиальной. Понятно, что только радиальная составляющая влияет на изменение расстояния. И чтобы вычислить ее значение, следует определить угол между вектором минус u и радиальной составляющей. Для этого заметим, что смежность φ угол имеет величину π минус φ, откуда из равенства соответственных углов вытекает, что искомый угол также равен π минус φ. Теперь мы можем записать равенство для радиальной составляющей скорости w. Она равна v минус u на косинус от π минус φ. Или, используя формулу проведения, v плюс u на косинус φ.
Запишем это как уравнение 1. Надеюсь, что знак плюс перед косинусом никого не смущает. Дело в том, что если φ тупой угол, а именно такой он на чертеже, то косинус φ отрицателен, следовательно, второе слагаемое отрицательно, и вектор минус u препятствует сближению. И если же φ острый угол, то этот вектор, наоборот, способствует сближению. Вспомним, что скорость – это производная от расстояния, а w с индексом r есть как раз скорость уменьшения расстояния r. Таким образом, производная от r – это минус w с индексом r. Причем минус используется потому, что w с индексом r направлен в сторону уменьшения расстояния. Поскольку при t равном нулю расстояние равно l, мы можем записать, что r равно l минус интеграл от 0 до t wr от tau до tau. Уравнение 2. Поскольку абсолютная величина косинуса не превосходит единицу, косинус φ больше или равен минус единице. Умножая неравенство на положительное число u и прибавляя в v, получаем v плюс u умноженное на косинус φ больше или равно v минус u. При этом по условию задачи правая часть неравенства положительна, тогда как согласно уравнению 1 левая часть неравенства это в точности w с индексом r. Таким образом, w с индексом r больше или равно v минус u, откуда согласно уравнению 2 получаем r меньше или равно l минус v минус u умноженное на t. Положим t нулевое равным l, деленному на v минус u. Так как числитель и знаменатель правой части положительны, число t нулевое положительно и может быть использовано в качестве момента времени. Подставляя t нулевое в качестве t в неравенство для r, получаем r от t нулевого меньше или равно нулю. Таким образом, либо собака догоняет кролика в момент времени t нулевое, либо делает это раньше. Итак, первая часть задачи решена. Было доказано, что погоня всегда завершается успешно для собаки, причем за время не превосходящее L, деленное на v минус u. Переходим ко второй части решения, где мы найдем точную продолжительность погони t большое. Теперь рассмотрим проекцию вектора w на ось абсцисс, ось OX. Так как вектор минус u коллинеарен оси абсцисс, он проецируется на нее целиком. Осталось найти проекцию вектора v на ось x. Ввиду равенства внутренних накрест лежащих углов, вектор v составляет с осью x угол π минус φ. Поэтому проекция вектора v на ось x равна v умноженному на косинус π минус φ. Снова применяем формулу приведения и получаем wx от t равно минус u минус v на косинус φ. Уравнение 3. Заметим, что проекция скорости на ось x – это скорость изменения координаты x или производная от координаты x. Введем функцию x от t равно x координате точки А, то бишь собаки. Тогда производная от x равна wx. Поскольку в начальный момент времени x координата собаки равна L умноженному на косинус альфа, то x от t равно L косинус альфа плюс интеграл от 0 до t wx от tau до tau. Уравнение 4. Давно не давал возможность подумать самостоятельно. Придется исправить свою оплошность. Не слишком ли много уравнений? Объединим уравнения 1 и 3, исключив общую функцию. Какая функция присутствует в обоих уравнениях? Конечно же, косинус φ. Итак, умножаем уравнение 1 на v, а уравнение 3 на u. Затем складываем уравнение, в результате чего, как ожидалось, косинус φ приказал долго жить, и получаем довольно симпатичное уравнение, которое назовем уравнением 5.
Количество уравнений даже увеличилось, но меня это никак не огорчает, потому что знаю, конец близок. Попробуйте закончить решение самостоятельно. Уравнение 5 содержит лишь две переменные wr и wx. А у нас есть уравнение 2 и 4, которым явно надоело находиться без дела. Так давайте проинтегрируем уравнение 5 в интервале от 0 до t большого, охватывающего погоню целиком. Теперь польза от уравнений 2 и 4 становится понятной. Из уравнения 2 получаем интеграл от 0 до t большого wr от t dt равно L минус r от t большого. Однако t большое – это время завершения погони, когда расстояние между собакой и кроликом равно нулю. Таким образом, r от t большого равно нулю, и значение интеграла – это просто L. Обратимся теперь к уравнению 4. Получаем интеграл от 0 до t большого wx от t dt равно x от t большого минус L косинус альфа. В момент завершения погони оба персонажа находятся в одном и том же месте, в начале координат, где x координата равна нулю. Таким образом, x от t большого равен нулю, и значение второго интеграла равно минус L на косинус альфа. После подстановки значения интегралов, из уравнений не составляет труда найти значение t большого. Должен признаться, результат гораздо компактнее, чем я ожидал, знакомясь с этой задачей. Перейдем в привычную систему отсчета и рассмотрим ситуацию при разных значениях альфа. Заметим, что по мере того, как альфа растет от 0 до π, значение его косинуса уменьшается, что согласно формуле для t приводит к увеличению времени погони. Таким образом, самую быструю погоню следует ожидать при альфа равном нулю. Действительно, в этом случае в начальный момент времени собака находится прямо на пути движения кролика и двигается навстречу ему по прямой линии, вследствие чего их скорости складываются. Проверим, насколько это согласуется с формулой. При альфа равном нулю косинус от альфа равен единице. В выражении для t большого разность квадратов сокращается с разностью оснований и остается сумма в полном соответствии с нашими ожиданиями. Наибольшее значение продолжительность погони принимает при альфа равном π, когда собака начинает погоню, находясь непосредственно за кроликом. В этом случае собака также двигается по прямой линии, однако преследует кролика. Поэтому их скорости должны вычитаться. При альфа равном π косинус альфа равен минус единице. В этом случае выражение для времени погони содержит числители v плюс u, так что теперь разность квадратов сокращается с суммой оснований, в результате чего продолжительность погони равна L деленному на v минус u. Кстати, именно такая оценка максимума продолжительности погони была получена ранее, и она, как видите, оказалась точной. Наконец, самый популярный случай этой задачи, когда альфа равно π пополам. В этом случае, желая получше разглядеть объект погони, собака, прежде чем пуститься в догонку, ждет, пока кролик окажется от нее на кратчайшем расстоянии. Во время погони собака бежит по вогнутой кривой, и чем меньше отношение v к u, тем плавнее приблизится траектория ее бега к направлению бега кролика. При альфа равно π пополам косинус альфа равен нулю, и продолжительность погони lv деленное на v квадрат минус u квадрат. И это все.